Всем привет! Сегодня сериал «Большой человек», 2014 год, сценарист Чо Джин Вон, режиссер Чи Юнг Су. В главной роли Кан Джи Хван, Чой Дэниел, Ли Да Хи, Чон Сон Мин. Кратенько о сюжете. Жил-да был парень из приюта, работал на рынке «Принеси-подай». Его фото красуется в полиции в разделе «Разыскивается убийца». Нашему главному герою пришлось самому поймать убийцу и доставить в полицейский участок, чтобы снять с себя обвинение. И жил другой успешный парень из богатой семьи, их пути никогда бы не пересеклись, если бы не автоавария. По медицинским показателям сердце бедняка идеально подходило для богатого, и вот тут-то и начинаются беды и приключения у парня из приюта. Богатая семейка решает его убить, чтобы использовать донорское сердце. Но парень выжил. Тогда глава богатого семейства объявляет его своим сыном, чтобы держать парня на коротком поводке. Параллельно развиваются любовный треугольник и безответная любовь. Очень тронула любовь мнимой сестренки бедняка, в одночасье ставшего богатым наследником. Всем пожертвовала положением, богатством, родителями. Ради любимого работала кем придется, отчасти, чтобы сравняться с любимым в социальном статусе, но все напрасно. Жаль, такая любовь вызывает только чувство уважения. Интересно было наблюдать за эволюцией преображения главного героя, как бедный неграмотный парень постепенно превращался в смекалистого предпринимателя, демократичного управленца. Очень симпатичны мне были его методы решения конфликтов с подчиненными, с профсоюзом. Кстати, о профсоюзах. Из корейских сериалов я поняла, что профсоюзы в Корее не пустой звук, с ними приходится считаться. Возможно ли это? Я имею в виду превращение уличного паренька в способного управленца. Я думаю, вполне. Просто у него не было возможности получить хоть какое-то образование. Кто-то может возразить, что если человек настроен на цель, то никакие внешние обстоятельства не помешают. Но, может быть, ему просто не хватило чуть-чуть удачи, а может, человек был вполне доволен своей жизнью. Но загнанный волей случая в определенные обстоятельства был вынужден мобилизовать все свои ресурсы, чтобы просто выжить или оправдать надежды тех, кто в него поверил. Когда сестренка главного злодея узнает истинную причину усыновления в кавычках главного героя, она приходит домой и устраивает разборки с отцом. Сначала эмоционально, а потом так тихо говорит: «Я поживу отдельно, мне страшно жить рядом с вами». В последнее время мне тоже очень страшно. Я никогда не думала, что настанет время, когда общепринятые человеческие ценности, внушаемые мне с детства, вдруг перестанут для кого-то быть таковыми. Когда смотришь в стеклянные глаза собеседника и не видишь ничего, кроме праведной в кавычках злобы, видишь, что оппонент ни на одну секунду не сомневается в своей правоте, тебя охватывает такое отчаяние. Люди живут, радуются, но ровно до тех пор, пока им не покажется, что они хотят отнять бизнес, девушку или что-то там еще. И тут включается праведный гнев, и в ход идет все. Договориться не удается, потому что каждый слышит только себя. Вот такая вселенская печаль. Еще я поняла, как остро стоит морально-этическая сторона трансплантации органов. С одной стороны, вроде все понятно. Есть человек, нуждающийся в пересадке того или иного органа. И где-то есть человек, предполагаемый донор, который даже не подозревает, что он может рассматриваться в качестве донора. В данном фильме ради благой цели спасти одного человека его семья готова была убить другого. Это мы еще просто простые обыватели, не знаем всех подводных камней и течений, связанных с этой проблемой. Мало найти донора, так еще после пересадки может произойти отторжение чужого органа. Но, к счастью, в финале хэппи-энд для бедняка. Но богатый парень, он же главный злодей, умер. Донорское сердце ему не помогло. Немножко было жаль его. Я всегда желаю людям и себе только здоровья, потому что не всегда можно купить здоровье даже за очень большие деньги. А с хорошим здоровьем, ну уж хотя бы на полунищенскую жизнь всегда можно заработать. И еще я подумала, как важно освободить свое сердце от злобы, мести, ненависти, потому что они разъедают тебя изнутри, и пока ты вынашиваешь план мести, твое сердце может не выдержать. Вообще телесериал считается низкопробным продуктом, в киноиндустрии или телеиндустрии по сравнению с полнометражными фильмами. Но мне кажется, формат телесериала все более актуален. Ну, например, в связи со сложившейся ситуацией, вирусную изоляцию я имею в виду. Еще, мне кажется, раскрыть более полную тему удается в сериале, нежели в 1,5 часах полного метра. Я могу ошибаться, как человек, с одной стороны, очень далекий от мира кинопроизводства, но с другой стороны, очень близкий как потребитель. Обязательно рекомендую к просмотру. Сюжет захватывает, оторваться невозможно. Всем здоровья и удачи. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Всем пока.